Всем привет! Сегодня модель опытного советского тяжелого танка ИС-7 от фирмы Трумпетер. В конце 1944-го, начале 1945 года КБ завода номер 100 начал работу над проектом тяжелого танка. Предполагалось, что эта машина воплотит в себе весь опыт, накопленный в течение Великой Отечественной войны при применении и эксплуатации тяжелых танков. Между тем, под Берлином был обнаружен подорванный немецкий сверхтяжелый танк «Маус». Эта новинка всерьез повлияла на дальнейшее развитие тяжелых советских танков. 11 июня 1945 года был разработан проект тактико-технических требований «Тяжелый танк». Согласно ему, боевая масса утверждалась 60 тонн, экипаж увеличивался до 5 человек. Броня должна была обеспечивать защиту от попаданий 128 миллиметровых снарядов. Разработанный проект обеспечивал не только защиту от попаданий 128 миллиметровых снарядов орудия «Маус», но и от собственных 130 миллиметровых орудий. Причем броня «Мауса» легко орудием ИС-7 пробивалась. Основным оружием танка ИС-7 являлось 130 миллиметровое орудие. Нарезная, разработанная на базе морской корабельной пушки. Орудие оснащалось сетчатым дульным тормозом. Также вооружение танка составляло 8 пулеметов, 2 КПВТ и 6 расположенных по корпусу. 2 в маске, 2 направленных вперед в наднишевых полках и еще 2 направленных назад. По подвижности ИС-7 превосходил не только тяжелые, но и средние танки того периода. При этом машина отличалась легкостью управления. Лобовая часть корпуса была по форме щучий нос. Толщина плит составляла 150 мм. Для лишней жесткости корпус был сложной формы для создания дополнительных ребр жесткости. Башня литая, 4-местная, очень больших размеров, с большими углами наклона и приземистая. Первый опытный образец вышел на заводские испытания в августе 1947 года. Танк прошел 2094 километра, после чего отправился на министерские испытания. По итогам испытаний комиссия дала заключение, что машина соответствует заданным характеристикам. Пока шли испытания, было построено еще 4 образца, которые отличались немного друг от друга, поскольку шли постоянные доработки. Зашла речь о выпуске первой опытной партии из 15 танков. Далее заказ расширили до 50, но выполнению в металле этим планом не суждено было сбыться. В феврале 1949 года вышло постановление Совета министров СССР, согласно которому разработка и производство тяжелых танков массой более 50 тонн прекращалось. Это поставило крест как на ИС-7, так и на ИС-4. Машина была слишком тяжелой, что заметно усложняло ее транспортировку и эвакуацию. 65-тонный танк не мог выдержать каждый мост, а количество железнодорожных платформ, необходимой грузоподъемности, оказалось ограничено. Вместе с тем разработка ИС-7 не прошла даром. Многие наработки используются на тяжелом танке Т-10.